Чтобы по-настоящему понять, что же случилось в 1917 году, нужно копнуть немного глубже. Падение Российской империи — это ведь не какая-то случайность, а скорее финал долгого, затяжного системного кризиса. Давайте вместе разберемся, как эта огромная махина дала трещину изнутри. И главный вопрос, конечно, почему? Почему все рухнуло? Очень легко найти простые ответы, знаете, обвинить кого-то одного, но реальность, как это обычно и бывает, куда сложнее и, честно говоря, интереснее. Да, часто все сводят к личности Николая II. Но мне кажется, куда важнее посмотреть на саму систему, которая оказалась под таким колоссальным давлением, что она буквально зажимала в тиски любого, кто стоял бы у руля. Итак, давайте отмотаем немного назад. Поздняя Российская империя — это ведь время невероятно стремительной, я бы сказал, форсированной модернизации, и вот она-то и создавала немыслимое напряжение во всем обществе. И вот в этой фразе, по сути, есть ключ ко всему. Экономика неслась вперед как паровоз, а вот социальный и политический каркас империи, он просто безнадежно отставал. Именно здесь, в этом разрыве, и пролегла та самая фундаментальная трещина. А теперь давайте спустимся, так сказать, в самый фундамент империи, где эти трещины и залегали. Поговорим о социальных проблемах. И начнем, конечно, с тех, кого было абсолютное подавляющее большинство — с крестьян. Просто вдумайтесь в эти цифры. 80%. Это же почти вся страна. И сразу становится очевидно, почему аграрный вопрос был не просто важен. Нет, это был вопрос выживания всей системы. И дело тут, вопреки расхожим мифам, не столько в постоянном голоде, сколько в ощущении какого-то тотального тупика. Земли катастрофически не хватает, община держит мертвой хваткой, а людей становится все больше и больше. Деревня, по сути, превратилась в постоянно тлеющий котел. А пока в деревне тлел этот котел, в городах разгорался уже другой пожар. Индустриализация породила совершенно новый, невероятно взрывоопасный класс промышленных рабочих. Ну просто представьте, вчерашний крестьянин, вырванный из привычного ему мира, оказывается на гигантском заводе. Прав, никаких, условия ужасные, а вокруг тысячи таких же, как он, озлобленных, оторвавшихся от корней. Это и есть та самая цена адаптации, и она была просто непомерно высокой. Итак, что у нас получается? Внизу два кипящих котла, крестьянский и рабочий. А что же наверху, на капитанском мостике? А там полный политический паралич. Система оказалась не в состоянии погасить ни один из этих пожаров. Да, конечно, после 1905 года появился такой проблеск надежды — Государственная Дума. Но вот в чем была ловушка. Самодержавие-то никуда не делось, и получился такой политический тяни-толкай. Дума тянет в одну сторону, а царь с правительством в другую. И в итоге полный ступор. И это в тот самый момент, когда страна отчаянно требовала решительных действий. И что еще хуже? Наверху не было никакой единой команды. Бюрократы, придворные, генералы, промышленники — каждый тянул одеяло на себя. Вот этот раскол элит, этот тотальный кризис доверия друг к другу, он окончательно лишил систему всякой способности к самолечению, к самокоррекции. Ну и, так сказать, вишенка на этом торте нестабильности — национальный вопрос. Империя ведь была таким лоскутным одеялом из разных народов, и по швам этого одеяла постоянно пробегали искры. Это не было главной причиной, но, согласитесь, когда дом уже шатается, любая искра может вызвать новый пожар. Представьте себе такой карточный домик, который уже дрожит от малейшего сквозняка. И тут на него обрушивается ураган. Вот этим ураганом и стала Первая мировая война. И здесь очень важно понять, она не построила этот шаткий домик, она его просто снесла. И вот это, пожалуй, ключевой момент, который нужно для себя зафиксировать. Война не создала этот кризис. Она стала для империи последним финальным стресс-тестом. Тем самым тестом, который система с треском провалила, потому что все ее внутренние поломки, все эти трещины мгновенно вылезли наружу. Как именно это произошло? Ну, смотрите. Военная машина потребовала от страны всего и сразу, и хрупкая экономика просто захлебнулась. Доверие к власти, которая не могла организовать ни фронт, ни тыл, испарилось практически полностью. А глухое недовольство в очередях за хлебом превратилось в открытую ненависть. Система вошла в красную зону и просто сгорела. И вот мы подходим к финалу. Был ли у этой истории вообще другой конец? Судя по всему, к 1916 году уже нет. Империя вошла в состояние, которое в шахматах называют цуксванг. Это когда любой ход только ухудшает твою позицию. В политологии для этого есть специальный термин — системная ловушка.
Это и есть тот самый цугцванг. Сделать резкий поворот — рискуешь разбиться. Ничего не делать — гарантированно летишь в пропасть. Вот именно в этом капкане и захлопнулась старая Россия. И все это можно описать одной, на мой взгляд, гениальной по своей простоте фразой. Скорость кризиса была выше скорости адаптации. Кризис развивался со скоростью лесного пожара, а система пыталась тушить его, условно, садовой лейкой. Скорости были просто несопоставимы. Так что революция — это никакая не гроза среди ясного неба. Это абсолютно закономерный взрыв котла, который десятилетиями перегревался из-за этого самого накопленного системного дисбаланса. И в конце давайте зададим себе вопрос, на который, наверное, нет простого ответа. Вот если система сама вела себя к пропасти, если она попала в эту ловушку, то какие вообще реальные альтернативы оставались у людей, которые жили в то время?